Привет, друзья! Сегодня поговорим о седьмой партии матча между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Как мы помним, предыдущая белая Магнуса, в общем, не то что не принесла ожидаемых дивидендов, а еле-еле мы отбились. После нее был выходной и снова белая. То есть есть такой странный момент в этих матчах, что происходит переход цвета в какой-то момент. Как правило, в середине матча, то есть где-то один и тот же человек играет две партии подряд одним цветом, как правило, одну перед выходным и одну после выходного. Вот у Магнуса тут были две белые, одна была перед выходным, одна после. Мы изначально, конечно, с оптимизмом смотрели вообще на этот отрезок, но вот как сложилась первая белая, вы знаете, после нее был выходной. И была, в общем, как-то робкая надежда следующую белую использовать. Но в итоге, на самом деле Магнуса немножко лихорадило, то есть было видно там по общению какому-то, пусть онлайн, и по его поведению, что в принципе его вот эта партия в русской заметно довольно потрясла, что в принципе его переиграли именно на его территории, да, в каком-то простом таком эндшпиле. И в общем мы как-то снова агитировали, что может быть английская, может быть что-то еще, но последовал, в общем, белыми очень плотно ферзевый. Это было смешно еще, что мы с Вараном Фресене в какой-то момент смеялись, что он, значит, нашел в какой-то момент, что на этот матч можно было делать ставки на первый ход и на дебют. Но просто забавно, что я даже будучи в команде, я просто потом прикидывал, то есть я добрую половину партии, я бы, особенно белыми, я бы наш дебют не угадал. Черными, слава богу, у нас там было полтора дебюта, было попроще, а вот белыми вообще как бы... То есть я оба раза и в этой партии, и в предыдущей, я считал, что скорее всего будет английская, но нет. В общем, снова слон f4, снова эта позиция, значит, конь d2 мы в это распробуем. Мгновенно Фаби ходит ферзь d8, мы тоже считали, что лучший ход. Не единственный, но самый, наверное, простой. Значит, конь b3, слон b6, слон e2. Ну вот здесь, наверное, поточнее сразу dc. Потому что в отличие от партии, то есть слон бьет c4, ну как пришлось бы ходить слон бьет c4. И как-то мы пытались там себе внушить, что какие-то вот там такие позиции на самом деле чуть-чуть еще можно играть. Ну, прям так и в партии будет, но там объективно все мы, включая Магнуса, понимали, что, конечно, трудно. Слон на d7, да. Ну, в общем, это обычный ферзевый, реально у черных ни одной проблемы. Я не знаю, кого я тут пытаюсь обмануть. То есть, если вы можете выбрать цвет, вы, конечно, берете белых тут всегда. Белыми играть чуть приятнее, но реально черные сильно должны наиграть, чтобы что-то прям произошло. А разница в том, что конь d2 здесь неудачно из-за конь d5. В партии было ферзь e7, значит слон g5, это еще в файле было немножко указано, что так можно, хотя интересный слон g3. dc, конь d2, конь e5. Ну и вот здесь была указана какая-то острая линия, которая начиналась с хода конь e4, слон d7, ферзь c3. И как-то здесь вот принципиальная линия идет, взяли, f6, ферзь бьет e5. Как-то черные слон c6 тут ходят пока, слон c4, ладья e8. В общем, у черных нормально, но не так это очевидно. Белые могут любой ход сделать, там 2-0 или слон d3. Где-то придется бить FG, позиция такая немножко не сбалансированная, хотя у черных абсолютно нормально. Но Магнус, вот я говорю, партии типа вот этой партии в русской, мне кажется, на него всегда производили такое сильное впечатление. Магнус то ли слегка забыл, то ли рокировка тоже была, в принципе, указана, что можно и так, но это совсем уныло. Что Магнус решил сыграть совсем плотно. Мне кажется, вот еще раз я повторю, не в последнюю очередь из-за того, как Фаби переиграл его в этой русской. Значит, ну, здесь, да, слон d7, слон f4, конь g6, слон g3. Черные выводят слона. Второй слон идет на c7, ладья fd1, ладья d8. Но как бы у белых тут есть некая отдаленная перспектива, что если представить себе, что вот чернопольных слонов нет, они там как-то поменялись, и белые поставят f3, e4, то в принципе слон на c6 будет тупой. И тогда белые будут давить. Это единственная вот как бы такая стратегическая, да, идея белых. Черные на это могут реагировать по-разному. То есть можно где-то не давать f3, e4 пытаться. Можно там следить за тем, чтобы этого слона можно было на коня поменять. Что после f3, e4 всегда будет нормально. Ну вот здесь как-то Магнус, например, да, по собственной инициативе. То есть он там бьет, ходит ладья d1. Не видя, скорее всего, тут идей совсем. Взяли конь d5, да. То есть Фаби просто все начинает менять.
Взяли, можно было слон b5 здесь пойти, Фаби ходит пока ферзь d7, слон d3, опять же, можно было пойти там ферзь d5 и e4 вызвать, Фаби ходит b6, никуда не торопится, f3, слон b7, Магнус побил на g6, но вот он как бы этот план и проводит в итоге, да, то есть он хочет поставить пешку на e4, сейчас если пойти e4, то слон как раз идеально выходит на a6, там в вариантах. Можно сразу. Поэтому вот он бьет и ходит e4. Ну и вот как бы материализовался немножко этот рисунок, что если дать белым миллиард ходов, белый поставит e5, конь d6, например, да, как-то всех там выведут. В принципе, там даже позиция вот без ферзей будет для белых, если дать им много темпов, и особенно если здесь были бы не сдвоенные, как бы для белых могло быть перспективно. Ну да, к сожалению, в шахматы играет двое, то есть ферзь c7, на g3 вообще-то повисло. e5, ферзь c5, король h2, слон a6, Фаби просто вынуждает размен. Ну вот тут стоит пешка g3 на h4, для белых была бы редакция, конечно, получше, можно было бы что-то пробовать. А так просто, да, f6, f4, король f8, черные просто побежали королем. Король g1, король e7, король f2, король d7. Да, король e3, слон f1, король f2, слон a6, у белых просто совсем нет идей. Ну то есть можно было попробовать c4, там fe, король c6. Король e3, как бы проверить, проиграем мы или нет здесь. Но, в общем, проиграть не должны, но выиграть тоже не должны. Реально, позиция ничейная. Ну, в общем, да, то есть вот такая партия. Обратите внимание, ну вот опять же, когда там говорят про все это величие Магнуса, про все выигранные матчи, ну вот смотрите, как матч идет, да, то есть Фаби... Так, после какого-то старта именно тяжелого, да, то есть у него все-таки было плохо в первой партии. Ну, как-то черными Магнус вообще подавливал, да, во всех партиях там в этом Иерусалима. Неожиданно вот матч дошел до экватора, вот у нас были две белые. Это всегда очень важный такой момент. Магнус очень его, кстати, любит. То есть он всегда старается... Я такой даже секрет раскрою, что как-то всегда... Я знаю, что вот даже в переговорах с Фиде до матча, что как-то он всегда мог повлиять, какая-то была странная штука, что как-то, чтобы, по-моему, именно у него было две белые, что ли, что как-то, или что-то, я уже не помню, но суть в том, что или он, может быть, продавливал, что в какой-то момент вот обязательно должна быть смена цвета, чтобы у него было две белые. Я уже не помню, но суть в том, что вот он вот эти две белые тоже всегда считал важнейшим моментом, то есть и в матче с Яном, на самом деле, у него тоже будут, по-моему, две белые подряд. И, собственно, он выиграет эту шестую партию великую. И здесь, в общем, как-то нашла коса на камень. Две белые, первую чуть не проиграли, во вторую даже не напрягли. Вообще-то матч прошел экватор, Фаби смотрелся отлично. То есть это абсолютно не какой-то матч там, где... Ну, с Корякиным, например, да? То есть в итоге они играли тайбрейк, но все-таки у Магнуса там было выиграно больше, чем в одной партии. Тут действительно было выиграно в самой первой. И после этого пошел абсолютно равный матч. Мы, честно говоря, как-то, ну вот эта пара, эта и предыдущая партия как-то всех уже настроили на вообще какой-то такой, ну не минорный лад, но вообще как-то стало тревожно, что вообще просто пропало ощущение, что Магнус лучше играет. И более того, пропало ощущение, что Магнус вообще как-то играет, да, то есть как-то эти две партии явно, в общем, ему не удались. Другое дело, что хорошая новость, что белыми, как бы пока у нас... Странное было такое какой-то статус-кво, да, к этому моменту, что мы не могли его как-то заставить играть английское. Больше нам ничего не нравилось, а ему как-то, видимо, английское казалось слишком рискованным. И, собственно, вот эти два белых цвета мы, по большому счету, в холостую спалили. Но хорошая новость, что теперь мы играем черными. Черными, с одной стороны, опаснее, с другой стороны, черными проще решать проблемы. И черными было проще прогнозировать, что сыграет наш же Магнус, которому мы помогаем. И вот, поэтому паники не было, но действительно вот где-то, я думаю, с этим отрезком ушли последние иллюзии, что это будет матч все-таки легкий. Я помню, что с Яном, например, там же на самом деле тоже будет много ничьих на старте, и Магнус выиграет шестую, вот эту бесконечную. Но я помню, что вот к этой шестой мы еще не отчаялись, то есть вот эта вера в то, что матч будет легкий, сейчас он выиграет где-нибудь одну, и матч на этом закончится, она вот еще не ушла. Здесь я помню, что после седьмой все уже как-то стало понятно, что что-то вообще нам ничего не планируют отдавать, что тяжелейший матч, вообще непонятно, как выигрывать его. И что явно это будет какая-то дикая борьба. Фаби здорово играл.
И, в общем, ушли мы готовиться к черной партии. А вы, друзья, приходите лучше на Левитов Чес, чтобы про эту 8-ю партию, в которой мы будем играть черными, смотреть отчет. И до новых встреч.